Камбоджа има големи летища и има огромни летища и аз вървя вече от 5 минути. И всъщност, ако се вярва на това табло, аз съм на 860 метра от интернационалния терминал и там един Господ знае колко до гейт. Че в принцип има някои неща, които човек не трябва да прави на летище, едно от които е да си оставя багажа на някакви произволни места и да си го забравя. А на тебе мисля, че ти казах да не се забравяш никога повече и ти пак го направи. Да си намеря по-добър багаж, който не се забравя. Всеки прилетян километър се доближавам до вкъщи. Много интересно да видя кой всъщност ще ме посрещне. Накрая каснахме и е адски горещо. Hey, nice to meet you. I'm Costa. Thank you for picking me up. Ами, добре дошли в Камбоджа, приятели. Да видим къде ще ме отведе това приключение. Моята много заслужена почивка започва сега. So, you're saying Cambodia doesn't have a highway? All the roads are like this? Yes, Cambodia don't have a highway. Още не съм приключил да обработвам факта, че вече съм в Китай, че съм някъде другаде и че почивката ми е започнала и вече съм в Камбоджа. И е супер късно през нощта и остава ни да пътуваме още към 3 часа там, където отиваме по изключително прашен път, тесен, двулентов, откъдето през деня също минава огромен трафик, защото Сиановил е някакво вишено море. Ето, например, един камион без светлини. Не се вижда такова нещо всеки ден. И този път е пълен с всякакви превозни средства. Минахме няколко мотора по него, които нямаха светлини. И в момента се движим по двулентов път, който е изключително натоварен през деня, така че изкарваме огромен късмет, че е късно през нощта в момента или даже рано сутринта. Само в 3 часа и половина сутринта и ето го, имаме приятел, който ни посреща. Най-накрая го намерихме. Доста fashionable outfit. Игор, също така познат като Синус, е един от най-известните моторджии и пътешественици в Русия. И аз имах шанс да се запозная с него във Владивосток, когато аз пътувах с мотора си. И всъщност той 2011 година мисля, че беше на гости при мен в България. И е супер забавен, невероятен, въобще страшно интересен човек, пълен с шантави истории. Направо не знам как да опиша. Видите сами колко е луд просто. Супер яко! Кия се бъхме в 3 часа и половина. Окей. Здорово! Привет! Как се радвам? Так вот, я у Синуса, который мой очень-очень хороший друг. И мы сколько времени не виделись? Мы не виделись с тобой. 2011? Ой! Кажется. Да, нет, нет. Ну, где-то так. Представляешь, Мы это... с тобой не виделись с тобой 7 лет. 7 лет. 7 лет, да. Вот. У меня получилась вот такая мотивационная картиночка. Угу. Теперь каждый посмотрит на эту картиночку, Угу. и у него сердце полетит на крылышках. Правильно? Как поросенок. Вот. Да. Хорошо сказал. У тебя красивый, прекрасный, чудесный дом. Да, только я его не мою, потому что китайцы. Китайцы строят казино, вон там снаружи. Там не видно, но завтра утром будешь видно. Это очень красивое, широкое, прекрасное место. Вообще здесь уютно. Спасибо, что ты меня принял к себе. Завтра будет уютно, сейчас не очень. Тебе сахар положить? Квас. Нет. О. Сирота казанская, Угу. недоделок, Недоделок. харитон, Харитон. белый конь. А тут полуфабрикат, он у меня на запчасти стоит так. Вот сапоги мои для туров, для эндуро-туров. Вот здесь шлемы, вот здесь черепахи. Да. Это улица. Там стоит донор, называется. Ну, то есть вот. Классное у тебя место. Да, еще бы свет был, было вообще здорово. В момента няма ток. Это, кстати, ванна. Электричество очень дорогое, Да. поэтому ваннами никто не пользуется здесь. Электричество дорогое, потому что его гонят из Китая. Пока оно из Китая доходит до нас, оно очень сильно дорожает. $0,50 1 киловатт. Это очень дорого, конечно. Все, кто на этой цепочке, они понемножечку имеют от наших денег от всех.
приезжал человек, мой приятель из России, он хотел предложить в Сиануквиле сделать солнечные батареи. Его пригласил к себе поговорить, в ресторан. Да. Мэр города и главный энергетик города. И сказали, что Андрей, если ты полезешь в энергетику, мы тебя убьем. И на этом разговор закончился. Вот. Это Камбоджа, детка. А еще скажи, здесь комары летают? Комары переносят две основных болезни. Сифилис, гонорею. Окей. Комары переносят малярию и лихорадку Денге. Лихорадка Денге, там 2 недели ты очень плохо себя чувствуешь, болеешь. Малярия, можно умереть. Это очень серьезная болезнь. То есть вот эти комарики, которые здесь летают? Которые, да, они залетают в дом и сейчас наверняка тебя окружают. Может дверь закрыть? Но я не хочу умирать, я молодой еще. Я еще так молод. Я тебя поставлю здесь и никто не будет трогать. Спасибо. Това е моето място, където аз ще спа. Ето това се нарича добро утро. Это мой дом. Это окно из дома. Это на улице стройка. Китайцы строят новое казино. Обратите внимание, как тихо и спокойно в моем доме. Вот эта огромная машина ковыряет сваи. И это начинается с 7 утра, бывает с 6:30. Вот такая херовина сверлит, долбит и до 12 ночи. Процесс бесконечен. Это наша стройка. Здесь будет построено 50 этажей. 50 этажей? Вау. Сваи, которые сюда забивают, Да. 25 метров, уходят внутрь. Да. Вот такие огромные. Строят без плана, судя по всему, потому что они переделывают тут же то, что начинают строить. Приходит другая машина, все убирает то, что было. Да. Строят по новой. Да. Они не знают, какое здание будет. Вот это построили туалет. Зная прекрасно, что я здесь живу, да? Вот синяя труба – это выход в речку. Говно выходит в речку, извините за слово. Да. Это река, которая раньше была, в ней водилась рыба, Да. крабы. Китайцы засрали всю речку, посмотри, китайцы. А расскажи, этот город, его отдали под аренду Китаю, Это, да, на откуп. На откуп Китаю отдали. чтобы Построить здесь игровую зону. В нашем маленьком городе, в котором было 90 тысяч населения с окружающими деревнями. Сейчас 192 казино. К концу года построится еще до 200 будет, 200. А до 2020-го план здесь сколько китайцев должно быть? 3 миллиона. Хорошо дома. Тихо, спокойно. Комаров нету. Можно уединиться. Бля. Следующая порция земли идет наружу. Домой, домой, домой. Дома хорошо, спокойно, тихо. Фу. Здесь жарко. Да, классно. Днем тут не поспишь. Вау. Очень хорошее место, смотри. О, супер. Это здесь вроде маленькой сцены, можно здесь выступать. Да. Бам-бам-бам, бам-бам-бам-бам. Здесь у меня еще один балкон. Здесь можно послушать тишину леса, да, можно посмотреть на диких животных. В этот дом я въехал 5 лет назад. Здесь были вокруг джунгли. Дорогу не то, что было не видно, ее не было слышно даже. Да. Не было вот этого дома, не было вот этого дома. И мой дом окружали джунгли настолько плотные, что деревья просто-напросто, вот они проходили вот здесь вот. Здесь у меня стоял стол, 2 кресла, я здесь любил пить кофе. И к тебе приходили обезьяны? Да, приходили обезьяны, потому что это были джунгли. Приползали змеи, есть такие зеленые летающие змеи. Они забираются на высокий эвкалипт, спрыгивают сверху, принимают форму буквы «С» и начинают планировать. И пролетают 25-30 метров. И бывает, что они приземляются мне на крышу или на балкон. Я беру швабру, прогоняю их. А вода у меня вот здесь хранится. Поэтому я сейчас в лучшем положении, чем все остальные. В городе воды нету, потому что китайцы все используют на строительство и пьют. А я воду собираю в бочку, она у меня всегда есть. А здесь
25-й Lexus покупает себе чувак. Lexus, народный автомобиль. Да. Все Lexus. Я видел, да. Заметил, Это странно. Да. Lexus дорогая машина. Да. Страна бедная. Да. И вот за счет взяток, которые дают китайцы, другие люди дают, эти люди покупают себе несколько Лексусов. У начальника полиции, я снимал, начальник полиции города, у него 3 Лексуса. 3 Лексуса 470. Большие машины. На работу он ездит на мопеде. Пиво пить он ездит на Лексусе. Вот посмотри, вот соседний дом. Вот они выпили пиво и бросили коробку. Вот это вот пакеты, вот это вот какие-то носки висят, понимаешь? Они все, что используют, они все выбрасывают вниз. Потому что, я тебе объясню почему. Потому что чужая страна. Потому что они не у себя дома. Потому что никто не придет, не схватит его за шкирку и не скажет: ты что делаешь, почему ты мусоришь, почему ты не думаешь о завтра. Потому что они пришли, все испортили, все наломали, все растоптали и ушли. Вот и все. Так ты приедешь и передай своим друзьям-китайцам. Ну, я, конечно, им не могу это сказать. Ну, в общем, вот посмотри на эту речку, и у тебя сразу появится ощущение, что все-таки где-то я прав. Скоро дождь будет. Наистина това е много горчено всичко това, защото на мен е познато това чувство на безсилие, когато знаеш, че нищо не можеш да направиш. За разлика от мен, който се прибирам въодушевен от Китай и вдъхновен с прекрасни впечатления от всичките хора, т.е. точно обратните впечатления. И е честно да кажа всичко това, защото имах шанса да обиколя малко или много планетата в най-буквалния смисъл. И знам, че не е толкова голяма, колкото си мислим. Те екзотичните места, като това, като хиляди други, мислим, че те са някъде много далече, но те не са въобще толкова далече. Живеем на една много малка скала, която се носи в космоса, колкото и банално да звучи, режем планета. Здесь кокосовая. Сейчас ты сорвешь кокос и съешь крышу. Его можно прямо есть? Пить, да, там молоко. Вот это интересно. Хочешь сиденье снять? Нет, не надо его снимать. Мне просто очень интересно, как вот красиво все сделано. Вот, красиво. Очень гармонично. Гармонично, действительно. Эргономично. Да. И с мыслью о природе сделано. С мыслью о природе. Своей заднице.